Ты слушаешь Радио Мария. Двадцать 29 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля и движение Хизбалла допускают возможность полноценной израильской операции в Ливане. Об этом сообщает издание The National со ссылкой на источники. Цитирую. Израиль планировал войну в Южном Ливане с целью убрать Хизбаллу от границы, и это движение готовится ко всем сценариям событий, включая наземное вторжение, заявили The National источники в военных структурах и службах безопасности стран. Главные новости Израиля. Тем временем вчера снова по территории Израиля с территории Ливана летели ракеты. В Кирьят-Шмона часть снаряда попала в крышу одного из домов, обошлось без пострадавших, поскольку семья, проживающая в квартире, была ранее эвакуирована. Давайте посмотрим видео без комментариев. תראו את הנזק שקרה לבית והמטבח בסיס. Напомню, что важно при срабатывании сирены ЦВ-Дом немедленно следовать указаниям командования тыла. Армия обороны Израиля в ответ на залпы по территории Израиля нанесла авиаудары по позициям Хизбаллы на юге Ливана. Также в ЦАЛе подтвердили, что вчера по Западной Галилее было выпущено несколько ракет, причем некоторые не достигли цели и упали на открытой местности. Позже появилось заявление террористов Хамаса. Они прокомментировали, что это не Хизбалла, а именно их ливанское крыло берет на себя ответственность за залпы по территории Израиля. Хамас заявляет, что выпустили 40 ракет «Град» по армейским базам. По данным же ЦАЛя, границу пересекли всего около 15 ракет, одна из которых попала в дом в Кирьят-Шмона, о котором мы рассказывали в начале этой новости. Далее к другим событиям. В выпуске «Хадашот» на 13-м телеканале израильского телевидения появилось сообщение, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ближайшие недели предпримет ряд шагов, направленных на дальнейшее расширение присутствия Израиля на Западном берегу. Цитирую. Уже сегодня, 29 февраля, власти сообщат, что 750 акров земли возле поселения Маале-Адумим будут названы государственной землей. Это позволит обеспечить дальнейшее расширение поселений. Конец цитаты. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер призывает Израиль облегчить доступ мирных верующих на Храмовую гору во время Рамадана в соответствии с прошлой практикой. Цитирую. Это не просто правильный поступок, это не просто вопрос предоставления людям религиозной свободы, которую они заслуживают, на которую они имеют право. Но это также вопрос, который напрямую важен для безопасности Израиля, говорит Миллер. Разжигание напряженности на Западном берегу или в регионе в целом не в интересах безопасности Израиля. Конец цитаты. Добавлю, что такое заявление Миллер сделал после того, как Израиль сообщил, что ограничит доступ на Храмовую гору для израильских арабов и палестинцев Западного берега во время Рамадана. Но уже поздно вечером, 28 февраля, появилась информация, что в военном кабинете сняли с повестки общие ограничения в отношении израильских арабов и их доступа на Храмовую гору. Министр обороны Израиля Йоав Галланд призывает все слои израильского общества, особенно ультраортодоксов, быть призванными на военную службу, ссылаясь на национальную потребность во время продолжающейся войны.
Напомню, что на протяжении десятилетий ультраортодоксы практически полностью освобождались от службы в армии в пользу изучения религии. Цитирую. Чтобы достичь цели войны, справиться с угрозами со стороны Газы, Ливана, Иудеи и Самарии, а также подготовиться к возникающим угрозам с Востока, нам необходимо единство и партнерство в принятии решений о нашем будущем, продолжает Галланд. Сегодня существует реальная общенациональная потребность в продлении срока службы солдат регулярной армии, а также в продлении срока службы резервистов. Бремя службы было проблемой на протяжении 75 лет, поэтому мы вынуждены принимать соглашения и решения, которых мы не принимали уже 75 лет. Как министр обороны государства Израиль, который командует войсками на поле боя, я обращаюсь к своим коллегам по коалиции и правительству, ко всем членам Кнессета и ко всей общественности и говорю: государство Израиль – это государство еврейского народа. Тора защищала народ Израиля на протяжении 2000 лет изгнания. Мы дорожим и ценим тех, кто посвятил свою жизнь изучению Торы, однако без физического существования не существует духовного существования. Наши проблемы безопасности показывают, что каждый должен нести бремя служения, все части общества, говорит Галланд. Галланд комментирует, что он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром Бенни Ганцем и главами ультраортодоксальных партий, а также другими членами коалиции, сказав им, что возможно и важно достичь согласованной основы для проекта. Я призываю премьер-министра провести совместный курс со всеми коалиционными фракциями и достичь необходимых договоренностей по законопроекту. Полная мобилизация всех слоев общества необходима для победы в войне, сказал министр обороны Израиля Йоав Галланд. Напомню, что попасть в армию в Израиле не так уж и просто. Нужно пройти соответствующие тесты, как физические, так и умственные. Кроме того, в боевых частях не служат дети, если они одни в семье. Это возможно только по личной просьбе родителей. Служить в армии обороны Израиля – это престижно. Военнослужащие получают социальные гарантии. Они знают, что государство позаботится о них и их семьях. В Израиле не устраивают облав на призывников. Каждый мечтает сам попасть в Цааль. Главные новости Израиля. Министр военного кабинета Бенни Ганц поддержал призыв министра обороны Израиля Йоава Галланда призывать ультраортодоксальных граждан в армию, заявив, что его партия будет работать с министром обороны над продвижением законодательства, направленного на отмену общих исключений из воинской повинности, которыми в настоящее время пользуются харидим. Далее цитирую. Все части израильского общества должны иметь право на службу. Это безопасность, национальная и социальная потребность, заявил Ганц после пресс-конференции Галланда. Мы будем работать вместе с министром обороны Галландом и со всеми фракциями Кнессета, добавил министр военного кабинета Бенни Ганц. Сегодня, 29 февраля, представители террористических группировок ФАТ, Хамас и Исламский джихад соберутся в Москве, чтобы выработать единую стратегию действий на фоне войны с Израилем. Напомню, что Россия уже проводила подобные встречи, целью которых были попытки добиться перемирия. И в этом не было ничего особенного, обычная посредническая работа игрока, претендующего на ведущие позиции на Ближнем Востоке. Но после нападения Хамаса на Израиль все представляется в ином свете. Сам факт такой встречи рассматривается нашим государством как поддержка террористов и уже привел к серьезному ухудшению отношений. Основная задача группировок на встрече в Москве – это договориться об общей стратегии на фоне войны с Израилем. Пойдет речь о возможном вхождении Хамаса и исламского джихада в Организацию освобождения Палестины. В то же время, по словам посла Израиля в ООН Гилада Эрдана, РФ принимает тех, кто ответственен за лишение жизни младенцев и целых семей в Израиле. По словам Эрдана, Израиль и Украина сражаются за выживание, пока страны свободного мира стоят в стороне и разделены. Эрдан сравнил вторжение России в Украину с нападением Хамаса на южные общины Израиля 7 октября, цитирую. «На этой неделе Россия будет принимать делегацию Хамас в Москве, и не впервые.
Россия – одно из немногих мест за пределами Ближнего Востока, где террористам Хамаса и джихадистам-хуситам предоставляют красную дорожку. И все это после 7 октября. Эта встреча в Москве является результатом чего-то более опасного. Россия сейчас углубляет свои связи с глобальными силами дестабилизации, заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. В ЦАЛе заявили, что за последние 2 дня они координировали переброску продовольствия и медикаментов несколькими странами на юг сектора Газа. По данным ЦАЛа, около 160 пакетов гуманитарной помощи были сброшены по воздуху в 17 мест вдоль южного побережья сектора Газа с использованием самолетов США, Египта, Эмирата, Франции и Иордании. Дополнительные пакеты с продовольствием и медикаментами также были переброшены по воздуху в иорданский полевой госпиталь в Хан-Юнисе. Об этом сообщает ЦАЛ. В ЦАЛе добавляют, что сброс осуществляется с воздуха в дополнении к фурам, которые с гуманитарной помощью ежедневно прибывают в сектор. Глава Хамаса Исмаил Хания говорит, что хотя его группировка демонстрирует гибкость в переговорах по потенциальному соглашению, которое приведет к освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа, а также временному прекращению огня, она готова продолжать борьбу. В телеобращении Хания также призывает так называемую ось сопротивления усилить свои атаки. Лидер террористов также призывает палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу пройти маршем на Храмовую гору в первый день Рамадана. Главные новости Израиля. Ну и уже ночью, 29 февраля, стало известно, что Хамас отрицательно отреагировал на предложенный Израилем план соглашения о временном прекращении огня и освобождении заложников. В сообщении СМИ без ссылок на источники говорится, что представители Хамаса назвали это предложение, цитирую, «сионистским документом». Они возразили против того факта, который предложил Израиль, что соглашение не включает в себя полное возвращение внутренне перемещенных жителей в северные районы сектора Газа и предполагает, что слишком мало палестинских заключенных будут освобождены из израильских тюрем в обмен на израильских заложников. Главные новости Израиля. Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей, заявил официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, к такому заключению пришли терапевт американского лидера и его невролог, цитирую, «Байден ежедневно проходит тестирование когнитивных способностей, поэтому вчерашний 15-минутный прием врача не показал бы ничего нового», говорит Жан-Пьер. Напомню, что после вчерашних комментариев Джо Байдена по поводу глобальной потери поддержки Израиля с нынешним составом правительства в сети появилось сообщение о состоянии здоровья американского президента. Также на видео, где Байден ест мороженое, многие заметили, что президент перепутал микрофон с рожком, который он ел. Позже и сам Байден заявил, что прошел плановый ежегодный медицинский осмотр на фоне опасений по поводу его физической формы и остроты ума. «Я был у врача Уолтера Рида, чтобы пройти медицинский осмотр», сказал журналистам 81-летний президент США Джо Байден. Продолжаются главные новости Израиля на радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите свой комментарий. Ваши лайки, подписки, комментарии помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Напомню, что на нашу радиостанцию осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали и резервный YouTube-канал «Радио Нария». Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Главные новости Израиля. Впервые в истории Израиля трансгендер был избран в местный совет. Шейла Вайнберг будет депутатом местного совета Кирьят-Сивон. Шелли Вайнберг 63 года, она много лет работала учителем в Хайфе, цитирую.
Когда я посмотрела в зеркало, я спросила себя, кто я. Я знала, что вижу мальчика, но внутри я не видела мальчика и хотела видеть девочку, говорит Шейла. После армии Шейла, которая тогда была еще мужчиной, некоторое время жила в Тель-Авиве, начала учиться в Тель-Авивском университете. Шейла считает, что не надо бояться выйти из шкафа. И завершаем этот выпуск трагической новостью. Армия обороны Израиля разрешила к публикации имена 2 солдат, которые пали в боях против Хамас в секторе Газа. Солдаты служили в бригаде Гевати. Их имена вы сейчас видите на своих экранах. Светлая память. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.